Мрачная цивилизация инков, далекие от гуманизма. Российская история переняла от советской традицию показывать коренные народы Америки эдакими безобидными и наивными дикарями, павшими жертвой жестокой и холодной цивилизации Европы. Дескать, предки будущих янки с каменными челюстями просто отняли все у кротких дикарей. Реальность была куда сложнее. И европейцы прибывали в Америку отнюдь не из институтов благородных девиц, а из трущоб или воровских шаек, казарм, голодающих провинций, жаждущие выжить там, где еще нет жестокой иерархии, которая сослала их в самый низ. И индейцы порой настолько шокировали своими порядками даже испанских головорезов Кортеса, что вставал вопрос, да люди ли это вообще. С 1400 года в Южной Америке и нынешнем Перу появилась империя инков, самая большая по площади и наиболее перспективная держава коренных американцев. Это был народ-воин, сошедший с мрачных гор, которые не знали иного порядка, кроме войны, и не видели в других племенах ничего, кроме ресурса для эксплуатации. Собственно, инка – это не название народа, а лишь имя правящей династии, которая владела несколькими крупными этносами. Наибольшие из них кечуа, затем мачика и аймара, и более мелкими. Самоназванием цивилизации было труднопроизносимое для нас Туантинсую, буквально союз 4 земель. И империя эта была поистине грандиозной. От 4 до 10 миллионов человек проживало в ней до прихода испанцев Писара. Даниил Андреев в своей «Розе мира» пишет, что если бы инки смогли сохранить и усилить свою империю, а затем отбить атаку европейцев, мы получили бы самую свирепую и кровожадную цивилизацию из всех, кто существовал ранее, и жизнь внутри этой империи была бы поистине ужасной. Их культ солнца требовал постоянных, ежедневных жертв. Как правило, обычная трапеза их бога состояла из девушек, которых жрецы душили на алтарях, предварительно дав отвар из листьев коки. Вообще кока составляла важную часть их быта. Листья жевали все население, отчего нахождение в наркотическом дурмане и связанные с этим вспышки агрессии или необъяснимой жестокости были крайне распространены. Каждое явление природы, выходящее из обычного порядка вещей, было поводом для совершения обряда и поклонения. Даже если жена рожала двойню, то один из детей считался сыном молнии и приносился в жертву, чтобы вернуть небесному Отцу. Для богатых людей существовал способ избежать жертвоприношений, жертвы заменяли ламой, особо ценились белые ламы-подростки, оттого так охотно и часто их разводили в Перу. Забавно, что такая мрачная империя существовала под радужным флагом. Не имел аналогов их культ мертвых. Важные люди возили с собой мумии умерших предков, приносили их на собрания, спрашивали совета. А мумии королей инков вообще постоянно выставлялись народу, как будто те живы и принимают участие в делах. Мир инков был пронизан суевериями, анимализмом, отступление от которого строго каралось. Фактической религией инков являлась магия, отчего они не понимали разделения мира на добро и зло и смысла христианства как явления. Единственным грехом, который мог считаться таковым, было неуважение к божествам, все прочее же по обстоятельствам. Это делало довольно бессмысленным мораль и законы вне социальной иерархии. Отсюда ужасающие по европейским меркам нравы, легкость убийства и воровства, некое подобие семьи, но никак не ограничивающие связи на стороне, независимо от пола и возраста, широкое распространение гомосексуализма и зоофилии, никак не порицавшихся. Попытки христианских проповедников изменить ситуацию встречали непонимание и аргументы инков, что если Бог и дьявол существуют вместе, значит, они давно уже обо всем договорились. Зачем принимать чью-то сторону, если можно получать блага от обоих сразу? Тем более, требуется отказаться от множества приятных вещей. Одним из самых жутких обычаев инков был ритуал замороженных детей. Перед важными событиями или ежегодно
выбирались несколько самых красивых детей и умерщвлялись в храме, затем мумии переносились высоко в Анды, где в специальной пещере хранились их предшественники. Такой ребенок либо сам становился божеством, либо был посланцем с сообщением богам. В самой столице инков, городе Куско, было свое детское божество. По преданию, верховный правитель избрал маленькую девочку для жертвоприношения, ее живой замуровали в стену, после чего вставили в кладку тонкую медную трубочку для ритуальных возлияний. Жрецы города передавали жителям волю богов тонким голосом маленькой девочки. Инки порабощали и успешно воевали по всей Америке. Не было племени или цивилизации, которые бы устояли перед их мощью. Регулярная армия, прогрессивные методы войны и оружие были много сильнее, чем у соседей. Но финал завоеваний всегда был один – порабощение и жертвоприношение. Пленные пополняли арсеналы рабов и жертв многочисленных ритуалов. Самым страшным обычаем было ритуальное людоедство. Пленников привязывали к столбам, а затем все желающие могли срезать плоть с их тел, обмазываться кровью и поедать куски свежего мяса. Еще живые могли наблюдать, как поедают других несчастных. Иногда для этого ритуала брали соплеменников, которым надлежало не выказывать ни ужаса, ни боли, только тогда его похоронят с почестями, и он предстанет пред богами. Теперь представьте себе реакцию ярых католиков-испанцев, хотя и занятых в кровавом ремесле, на народы, где в избытке золота, но широко убивают детей, находятся в постоянном наркотическом бреду, выбирают для сношения мужчин, детей, животных. Едва ли это вызывало их восторг. Еще интереснее представить, что было бы с Европой, если бы инки стали на более высокую ступень развития и сами приплыли бы первыми. Испанцы создали собственную стратегию колонизации. Если англосаксы истребляли и расчищали территории для себя, выдавливая аборигенов, то испанцы предпочли путь смешения. Многочисленные метисы растворили испанцев, и сейчас большинство населения стран Южной и Центральной Америки составляют именно потомки коренного населения, а не испанцы. Но инки не были самой ужасной цивилизацией Америки. Ведь народ майя, в центральной ее части, мог бы выиграть это соревнование в ужасах и экзальтации. Если боги инков требовали жертву периодически, то божества ацтеков и майя – постоянно. В целом, на фоне прочих цивилизаций Америки, инки были довольно прогрессивной и гуманной империей. Где было хотя и своеобразное, но логичное понимание мироустройства и порядка, процветали ремесла и искусство, многие законы были более разумными, чем в Европе, о чем говорят и сами испанцы, отдавая должное мудрости этого народа. Понравилось? Пишите, что думаете по этому поводу. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.